любят нас за то, что мы делаем. У них же есть генетическая программа. Но мир-то настолько поменялся, когда он начинает читать ритм, и тогда все получается. Нужно очень красиво относиться к чувствам мысли. Как и все новое. Новое не может быть популярным. Популярным становится уже и все, которое в веках отработано. Да? Когда люди сюда приходят, у них же есть генетическая программа, и они опираются на старые разработки. Но мир-то настолько поменялся, и время-то настолько поменялось, что, конечно, оно диктует право на новую науку, которая называется ритмология. И я надеюсь, что она очень скоро будет супер популярна. Это не стихи. Вот разница, еще раз я хочу сказать. Стихи описывают то, что было, а ритмы то, что будет. Поэтому, допустим, человек считает, что у него черная полоса началась, или считает, что она будет, он чего-то боится. И когда он начинает читать ритм, то эта полоса стирается, потому что ритм всегда в будущем. Сначала похожи на стихи, потом вы начинаете их читать, смотреть. Но вот сейчас я на встрече буду рассказывать, даже буду показывать, как это, вот в чем это отличие. Почему? Я могу писать из будущего, меня даже иногда называют гости из будущего. И первую свою книгу я написала «Память будущего». Потому что можно уйти в будущее и потом вот его так приблизить в настоящее. И тогда все получается. Но я об этом, правда, написала 400 книг. Причем я писала в разных форматах. И в виде фантастики, и в виде сказки, и в виде романа, и в виде приключений, и в виде научных трактатов. То есть по-разному. Лишь бы каждый человек услышал на той волне, на которой он слышит. И чем он занимается, чтобы он извлек собственную пользу из времени, в события собственной жизни. Я считаю, главное все. То есть ты должна реализоваться как женщина, это значит и создать семью, и чтобы рядом был любимый человек, который бы любил и детей, и семью, и все остальное. Но без самореализации, без собственной траектории, это, к сожалению, невозможно. Потому что любят нас за то, что мы делаем. А дети, они долго-долго растут, и потом мы уже видим, что они нас тоже любят, но совсем не сразу. Мне даже вчера, знаете, как было интересно наблюдать. То есть две женщины, совершенно изумительные, деловые, смотрят на своих дочерей на встрече и говорят, если дочери ни к чему не придрались, значит все замечательно, значит мы все провели на высшем уровне. Мне кажется, что женщине самое главное быть любимой. Когда женщина любима, у нее все всегда получится. Для нее очень важны вот эти слова, комплименты. И как раз женщина быстрее реагирует на красивые слова, чем мужчина. А для мужчины главное говорить глаголами, приказами и очень четко знать, куда идти. Мужчина – это направление, это путь, это вечный бег, соревнования. И мужчине еще важно, чтобы рядом с ним были люди, которые думают так же, как он, делают так же, как он. Если женщина стремится к единственности, неповторимости в своих нарядах, в своем проявлении, то мужчина прямо наоборот. Он стремится к форме, он стремится к порядку, он стремится, чтобы все было по полочкам расставлено. Ну и благодаря мужчинам мы имеем такие продуманные знания, функции, практику. А благодаря женщинам мы имеем украшения. Я все-таки считаю, что главное здесь женщина. И если она своей струночкой сердце все поддерживает, иногда же правда хочется на мужа разрядиться, рассказать ему, что не ладится в своей жизни, или просто выплеснуть на него какой-то негатив. Вот, я сразу начинаю читать ритмы. И тогда все уходит. И я уже смотрю и думаю, если этот человек рядом со мной, значит, он достоин быть рядом со мной, значит, он хороший человек изначально. Почему же я должна его ставить в такие условия? Это ритмология. Она в этом и заключается, что не спеши разряжаться на окружающих людей. Прочти сначала ритм внутри себя. Ну, допустим, вот у меня есть такой ритм.
Люди, очнитесь, не бейте друг друга ни словом, ни звуком. Поймите, не просто вы движетесь в мире, энергии ваши разносятся шире. Вы их напрягаете, и звуком последним может явиться поступок бесцельный. Нужно очень красиво относиться к чувствам мысли.